Забудьте о iRobot. Roborock S8 теперь с двумя валиками. Всем привет на канале Best Robot. Новый год только начался, а новости о горячих новинках уже посыпались одна за одной. Первое и, пожалуй, самое главное. На январской выставке CES в Лас-Вегасе Roborock показали нового флагмана Roborock S8. Если вы следите за компанией не первый год, то уже знаете, что радикальных изменений ждать не стоит. Roborock развивается эволюционным путем и постепенно улучшает собственные инновации. Так и произошло и в этот раз. За основу для разработки взяли Roborock S7 Max V. Дизайн сохранили почти полностью, добавили только косметические изменения вроде волнистого рельефа на крышке. Новинка будет также распознавать предметы на полу, также вибрировать шваброй и поднимать ее на коврах. Но есть и значимые улучшения. Во-первых, по образу и подобию пылесосов Roomba или недавнего Debot T9 Ivy в рабочий блок добавили второй валик. Оба валика вращаются в разные стороны, как бы выжимая из ковра соринки и полируют гладкий пол до блеска. Технология хорошо показала себя у конкурентов, поэтому ожидания от нее высокие. Давайте дружно поставим лайк производителю. Второе серьезное улучшение. Сила всасывания повышенная до рекордных 6000 паскалей. Чтобы вы понимали, Roborock S7 со своими 2500 паскалей вытягивал из ковра больше мусора, чем я рассыпал для теста и собирал 100% песка на ламинате. Думаю, с появлением Roborock S8 ваш ручной пылесос наконец-то сможет с чистой совестью уйти на пенсию. Помимо этого имеется много мелких улучшений. Протектор доработали, чтобы робот перескакивал высокие пороги. Улучшили аккумулятор. Якобы теперь он будет быстрее заряжаться, хотя емкость останется прежней. К обычной двухмерной и необычной трехмерной проекции карты добавили еще и матричную. Сейчас я совершенно новое существо. Правда, какие-то совершенно новые функции эта матрица даст, непонятно. В теории матричная проекция показывает то, как робот видит вашу квартиру, но на самом деле нет. Еще одна инновация, которая мне показалась странной, это трехлучевая щетка. Ведь раньше была крутая пятилучевая щеточка из силикона, надежная и эффективная. Зачем от нее отказались и вернулись к обычной щетке, которая быстро приходит в негодность? Если у вас есть цензурные объяснения или инсайды, поделитесь в комментариях. Базовая версия Roborock S8 будет стоить порядка 700 евро. За S8 Plus со станцией самоочистки попросят не менее 900 евро. А за модель S8 Pro Ultra придется выложить не меньше 1500 евро. О самой дорогой вариации робота нужно сказать еще пару слов. Функционал станции у Roborock S8 Pro Ultra такой же, как у Roborock S7 Max V Ultra. Он чистит пылесборник, заполняет встроенный бачок, полощет салфетку и сушит горячим воздухом. Но докупать фен отдельно не требуется. Теперь эта функция по умолчанию, как и должно быть. Кроме того, в отличие от обычного S8 и S8 Plus, пылесос S8 Pro Ultra может похвастаться еще двумя функциями. Он поднимает свои валики во время влажной уборки и когда едет на зарядку, чтобы экономить заряд батареи. И еще у него усилена вибрация салфетки, чтобы мыть полы более качественно. Как это все работает и действительно ли Roborock S8 такой же крутой, как в рекламном ролике, узнаем ближе к лету. В апреле пылесос появится на рынке. Я его обязательно закажу и протестирую в лаборатории Best Robot. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить полноценный обзор. А пока и до новых встреч!